Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о диктантах. Один. 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 Пять. 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 Диктанты нам очень нужны, и они очень важны. Посмотрите, сколько навыков мы тренируем. Для того, чтобы написать диктант, нужно слово услышать, его узнать и правильно написать. Диктанты есть разные. Есть диктанты обычные, когда учитель диктует, а ученик записывает. Если вы только начали работать с учебником Сорока, то, наверное, проводите диктанты просто со словами. Предложение я прописать не стала на начальном этапе. Можно доверить диктовку аудиофайлам. Это даже лучше, потому что ученики привыкают слушать разные голоса. Вы просто включаете аудиозапись и останавливаете ее на то время, чтобы ученики записали. Есть диктант суриков, например, когда вы диктуете, а ученики не пишут, а рисуют. Ну, конечно, здесь мы просто тренируем понимание. И я говорила об этом диктанте в нашем видео про книгу для учителя. Есть диктанты с дырками, когда учитель пишет какое-то предложение на доске или на листке бумаги, а ученики дописывают нужные слова, которые они слышат. Самое важное в диктанте – это подготовка. Мы все помним, что у нас существует определенная последовательность действий: слушание, говорение, чтение и письмо. То есть письмо у нас заключительный этап в этой цепочке. Давайте посмотрим, как мы можем тренировать правописание. Ну, например, мы можем просто списывать слова. Для этого нам помогают кроссворды. Некоторые родители очень удивляются, когда узнают, что кроссворды нужны именно для того, чтобы слова списывать. Есть у нас игры в учебнике, которые называются «Крокодил». На самом деле это аналог игры «Виселица», просто я убрала название, чтобы не вызывать никаких негативных эмоций. Эта игра тоже способствует тому, чтобы ученики запоминали порядок букв в слове. Ну и, конечно, наши любимые анаграммы, которые мы решаем, и мы тоже запоминаем порядок букв в слове. Высокий. Высокий, правильно? Высокий. При подготовке к диктанту помните, что ошибаться – это нормально, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Относитесь к ошибкам как к точкам роста. Хороших вам диктантов!